Это кадры из Ростовской области. Там у военного аэродрома раздались взрывы. Кроме того, сегодня в выпуске корабль Минобороны потерпел крушение. Сильный взрыв на заводе взрывчатки унес жизни 12 человек. Всем привет, это новости на канале Ходорковский Лайв. Ставьте лайки, подписывайтесь. Мы начинаем. В Миллерово в Ростовской области прогремели взрывы. Накануне вечером регион подвергся атаке беспилотников. Телеграм-каналы писали о пожаре на окраинах Миллерова. В его окрестностях в 4 километрах к северо-западу от города расположен военный аэродром. Пожар вспыхнул в лесополосе из-за падения обломков дронов. Сирена воздушной тревоги выла и над Таганрогом. Местные паблики публиковали видео, в которых жители жалуются на закрытые укрытия. 10 новый 35/1. Все отпечатано, закрыто. Время 22:29. Ну а пока одни прячутся в подвалах, другие освещают небо салютами. Идиоты. Ну, а праздновать, да? Вот, пожалуйста. Сука, ничему вас жизнь не учит. Когда вам крыша дома на башку упадет, тогда поймете. Ситуацию с укрытиями местные власти не комментировали. Зато временно исполняющий обязанности губернатора области Юрий Слюсарь насчитал 8 сбитых украинских беспилотников. По его словам, никто не пострадал. Утром глава региона сообщил о еще 4 уничтоженных дронах. Ну а Минобороны, как водится, дежурно отрапортовала. Минувшей ночью уничтожены 4 украинских БПЛА, 3 над Ростовской областью и еще 1 над Воронежской. В последней обошлось без пострадавших и разрушений. Отчитался глава региона Александр Гусев. Кроме того, в понедельник вечером украинские дроны предположительно атаковали авиабазу Ейска в Краснодарском крае. Об этом писали мониторинговые каналы. Сообщений о налете из самого города пока нет. И в продолжение темы войны. Российский самолет снова уронил авиабомбу на Белгородскую область. На этот раз ФАП-500 упала 21 декабря в районе поселка Разумная, 71. По данным издания «Астра», пострадавших и разрушений нет. Это уже 163-й случай падения авиабомб в России и на подконтрольных территориях только за 2024 год. Ну а президент Украины Владимир Зеленский заявил, что КНДР на войне в Украине потеряла более 3000 солдат убитыми и ранеными. Росія їх просто утилізує у штурмах. Чому корейці повинні воювати за Путіна? Жодна нормальна людина на землі не відповість. І, на жаль, світ майже нічого не робить, щоб протидіяти злочинній колаборації Росії та Північної Кореї. Ну а военные из КНДР могут принять участие в Параде Победы в 2025 году. Кораблекрушение российского корабля Минобороны у берегов Испании. Крупнейший сухогруз военного ведомства «Большая Медведица». Он снабжал российскую группировку в Сирии. Затонул после взрыва в машинном отделении. 2 моряков пропали без вести. Очевидцы засняли последние минуты жизни корабля перед тем, как он ушел на дно. Я надеюсь, всем видно название данного судна. Насколько я знаю, ходит под флагом России General Cargo. Большую часть экипажа удалось спасти. После сигнала бедствия к судну выдвинулись катера ВМС Испании. Сейчас вы видите кадры того, как российские граждане сошли на берег в порту Картахены. Поиски 2 пропавших членов экипажа продолжаются. Сухогруз эксплуатировался компанией «Оборонлогистика» и входил в число 5 кораблей, связанных с Минобороны России, которые в понедельник пересекли Гибралтар и вошли в акваторию Средиземного моря, в том числе в составе этой группировки 3 больших десантных корабля. Как предположили военные аналитики, все 5 кораблей направлялись в сирийский порт Тартуз для эвакуации российских военных баз. Что именно стало причиной взрыва на борту крупнейшего сухогруза, пока неизвестно. Как минимум 12 человек погибли в результате сильного взрыва на заводе по производству взрывчатки. Здание разрушено, обломки раскидало на сотни метров вокруг. Все случилось в провинции Балыкесир. Это на северо-западе Турции, в 8:30 утра по местному времени. Сотрудники предприятия как раз начинали рабочий день. Причина взрыва на заводе пока не ясна. Но по предварительным данным речи о диверсии не идет. Известно, что взорвался цех по производству детонаторов. На кадрах с места трагедии видны разбросанные повсюду металлические листы и осколки стекла. В настоящее время спасатели проверяют, остались ли еще люди внутри здания. Прокуратура начала расследование инцидента.
Стая собак насмерть загрызла пенсионерку в Хабаровском крае. Как пишет издание «Дальневосточные новости», трагедия произошла сегодня рано утром в поселке Октябрьский Ванинского района. Агрессивные животные набросились на пожилую женщину недалеко от ее частного дома на улице Центральной, когда та шла к колонке, чтобы набрать воды. От полученных укусов и травм женщина скончалась. Позже ее тело в крови обнаружили соседи. Они-то и вызвали на место полицию. Важно, что собаки не были дикими. У напавших на женщину животных был хозяин, но он отпустил их на самовыгул. Уже возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Дело принялся курировать лично глава СК Александр Бастрыкин. По всей России горят отделения банков. Этой ночью новый поджог, на этот раз в Перми. Там полыхало отделение Сбера. По данным телеграм-канала «Пермь №1», отделение банка на улице Ленина сильно повреждено. Очевидцы задержали на месте происшествия 50-летнюю женщину, которую передали сотрудникам полиции. Причем в тот же вечер в другом районе Перми подожгли еще одно отделение банка, уже на проспекте Мира. По словам очевидцев, был слышен громкий взрыв. Второй и третий этажи здания, цитата, «прилично тряхнуло». Сообщается об одном пострадавшем. Причем все последние дни по всей России настоящая волна подобных атак. Чаще всего за ними стоят пожилые люди и пенсионеры, которых разводят телефонные мошенники. А для поджогов они используют петарды и фейерверки. Гремело в Перми этой ночью не только от взрывов в банках. В то время, пока пожарные тушили огонь в отделении Сбера, мэр города удивил неожиданным постом в своем официальном телеграме. Вот он. Эдуард Соснин написал, что он, цитирую, «смачно покакал». Спустя некоторое время сообщение было удалено, а сам глава Перми заявил, что его аккаунт в телеграме взломали недоброжелатели. Многоженство в России отменяется. Духовное управление мусульман отозвало фетву о разрешении иметь до 4 жен одновременно. Об этом написал в телеграм-канале глава Совета улемов Шамиль Аляудинов. На то Божья воля, и Совет улемов Духовного управления мусульман России не видит смысла вступать в полемику. 19 декабря муфтий Москвы Ильдар Аляудинов издал фетву под названием «Проблематика многоженства в мусульманском сообществе России». В ней всем приверженцам ислама разрешалось заключать до 4 религиозных браков одновременно, в том случае, если все женщины будут равны между собой и получат от мужа равное внимание и финансовое обеспечение. Тут же поднялся страшный скандал. Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина призвала силовиков принять меры и заявила, что многоженство нарушает традиционные ценности и может обречь детей на нищету и отсутствие образования. А накануне Генеральная прокуратура вынесла предупреждение Духовному управлению мусульман, после чего то и поспешило отозвать фетву. Впрочем, де-факто в России многоженство практикуется. Напомню, в декабре вышло резонансное интервью журналистки Саши Сулим с москвичом Иваном Суховым. Мужчина рассказал, что у него 3 жены и 14 детей. Семья живет в подмосковной Некрасовке в квартире площадью 70 квадратных метров. Если ты не хочешь рожать, пожалуйста, я возьму еще жену. А много детей это сколько? Ну, если 50 детей не рожу, ну, тогда я вообще ничего не добился, считай, в своей жизни. Рамзан Кадыров наградил себя золотым пером. В Грозном вручили главную журналистскую премию Чечни. Приз за вклад в профессию неожиданно для всех достался главе республики. За создание необходимых условий для развития индустрии средств массовой информации и всемирную поддержку журналистского сообщества дипломом Международной премии «Золотое перо» памяти первого президента Чеченской Республики, Герой России Ахмата Хаджи Кадырова, награждается глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Помимо Кадырова, как это неудивительно, были и другие награжденные. Постоять рядом с Рамзаном повезло военному корреспонденту ВГТРК Александру Сладкову и директору телекомпании «Донецк» Андрею Руденко. Но их вклад в профессию все же не столь велик, как у главы Чечни. Коротко напомню его главные вехи в профессии. Это заказное убийство спецкора «Новой газеты» Анны Политковской в день рождения Путина 7 октября 2006, убийство журналистки Натальи Эстемировой в 2009, жестокое избиение журналистки «Новой» Елены Милашиной в Чечне в 2023. На Гавайях снова проснулся Килауа. Один из самых активных вулканов мира начал извергаться. Власти заверяют, что непосредственной угрозы для жителей нет, но вулканический смог уже представляет опасность для некоторых районов. Это 3-е извержение Килауа в этом году.
огненный гигант не дает о себе забыть. Друзья, чтобы не теряться, я призываю вас подписаться на наш телеграм-канал. Ссылка в описании к видео. Или же просто сканируйте QR-код у вас на экране. Мы дублируем туда весь наш контент, в том числе в формате аудио. Таким образом, мы можем оставаться с вами на связи, несмотря на ограничения, которые вводит путинский режим. В описании вы также найдете инструкцию, как обойти блокировки Роскомнадзора. Ну а если вы все еще смотрите нас на YouTube, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео и подпишитесь на наш канал. Так вы поможете нам распространять правдивые новости. Ну и, конечно, смотрите другие наши видео. Всего хорошего и берегите себя.